Меня спросили, какое расстояние между помидорами и междурядья. Я обычно это делаю на глаз, то есть я приблизительно знаю, сколько мне нужно расстояние между рядами, чтобы я здесь спокойно помещалась и помещалась здесь с ящиками, когда собираю помидоры. Вот поэтому я делаю вот такие расстояния. Но для вас специально взяла рулетку и сейчас померяю от корня помидора и до корня. Итак, меряем от корня помидора и до корня у нас получилось 105 сантиметров. Ну вот практически метр. 105 сантиметров. Это я делаю всегда на глаз. Ну, мне вот такое расстояние удобно. Точно так же я сажаю помидоры. Тоже все делаю на глаз, приблизительно. Поэтому вот корень здесь и корень здесь. Вот 30 сантиметров. 31, 30. От одного помидора до другого. Проверю себя сейчас, мой глаз. Следующий помидор. Здесь 34 сантиметра. Видите? Все приблизительно. Здесь вот корень. И следующий корень 28 сантиметров. Вот приблизительно так. Или вот в другом ряду от одного корня до следующего корня 47 сантиметров. Видите? То есть здесь я садила и я учитывала, что здесь у меня будет черри. И что черри очень сильно разрастается. Бывает такое, бывает я учитываю еще, какой сорт я сажу. Но в среднем вы увидели 30-40 сантиметров. Этого будет достаточно. Может быть, кто-то скажет, что это неправильное расстояние. Но я вам показываю результат. Я показываю вам помидоры, которые выросли именно в таких условиях. Есть у меня еще один шикарнейший сорт помидоров, которому уже лет 20, наверное. Я вам его не сильно показывала. Вот такой вот формы. Вот такой формы. И посмотрите, сколько здесь помидоров. Вот. И тоже этот сорт, не знаю, как вам показать, будет ли вам видно это количество помидоров. Посмотрите, сколько их тут много. Вот такой бочоночек неправильной формы. Вот видите, как бы как сливка, но ребристая сливка. Вот, может быть, вот так вот вы увидите это количество. Смотрите, сколько их здесь. Просто очень много. А вот тут вот еще, смотрите. Вот это все один куст. Вот он. Зашла с другой стороны показать, сколько здесь помидоров. Вот, смотрите. Но опять же, не показывала, знаете почему? Не показывала вам этот помидор. Потому что, опять же, я не знаю название этого помидора. Называется этот помидор у меня. Сейчас расскажу историю.
Сейчас расскажу историю этого помидора. Вот. Когда-то очень давно моя мама с папой поехали за рассадой клубники к одной женщине в другое село, совершенно другую область. Далеко они ехали за этой рассадой клубники. И у этой женщины они взяли несколько помидоров на огороде. И с этих помидоров собрали семена. И теперь эти помидоры у меня называются «давала клубнику». И этому сорту уже очень-очень много лет. Он у меня садится в огороде каждый год. Ну вот не знаю его название, поэтому не показываю. Знать бы, конечно, как он называется. Но, к сожалению, у меня он называется «давала клубнику». Вот именно баночный, то есть можно оборвать куст, естественно, когда они поспеют, оборвать куст и сложить в 3-литровые банки и законсервировать на зиму. Не знаю, как показать, чтобы вы видели это количество помидоров. Вот они. Гаргамель в открытом грунте уже поспел. Вот такой красивый, красочный помидор. На нем очень много красивых цветов и красок. И он очень вкусный. И урожайный. И в этом году я гаргамель посадила много кустов. Вот он. Когда он зеленый, он вот такой фиолетовый. Много-много его здесь уже. Вот, видите? Много их там в кустиках спрятались. А когда спеет, он уже окрашивается в другой цвет. Вот такой становится. Очень он урожайный и показывает себя хорошо и в теплице, и в открытом грунте. Гаргамель. А внутри этот помидор, гаргамель, красный.